Право на национальное освободительное сопротивление. Как мы уже неоднократно говорили, на данном этапе деятельности Народного антикризисного управления работа по созданию национально-освободительного движения является одним из приоритетов нашей команды. Но прежде чем говорить о создании такого движения, предлагаю разобраться, что такое национально-освободительное движение и почему белорусский народ имеет законное право на такую форму борьбы за свою независимость и государственность. Мы прекрасно понимаем, что использование нами термина и концепции национально-освободительного движения может вызвать в среде политологов определенную дискуссию, как это уже произошло с нашей позицией по вопросу оккупации Беларуси. Поэтому рассчитываем на поддержку экспертного сообщества в подготовке безупречной концепции изменения ситуации в Беларуси. С момента принятия ключевых международных документов по национально-освободительным движениям прошел не один десяток лет. Общество и государство перешли на новый уровень взаимодействия. Некоторые международные институты показали свою неспособность к решению глобальных проблем. А виды оккупации приобрели более искушенные формы. Поэтому мы убеждены, что слепое применение правовых норм прошлого столетия без их адаптации под современные реалии ставит нас в ситуацию невозможности что-либо изменить. Учитывая информационное влияние русского мира и ту антибелорусскую политику, которую проводит коллаборант Лукашенко и его режим, а фактически проводник российской колониальной политики, сегодня стоит вопрос о самом существовании Беларуси и белорусской нации. И здесь стоит обратить внимание на заявление Путина, которое он сделал в ходе выступления на форуме регионов России и Беларуси. Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. На сегодня белорусы используют различные способы борьбы с режимом, узурпировавшим власть в стране. Однако в сложившейся ситуации нам представляется приоритетным формирование национально-освободительного движения Беларуси. Важно понимать, что с международно-правовой точки зрения концепция национально-освободительного движения упоминается в основном в контексте войны и оккупации. После того, как российские войска вошли на территорию Беларуси и бесконтрольно используют белорусскую землю против интересов народа, мы фактически констатируем оккупацию нашей страны. Это важнейший тезис, поскольку территория Беларуси используется российскими оккупантами для атак на территорию Украины. Ранее наземных, теперь лишь авиационных и ракетных, но все же атак. Исходя из того, что Беларусь оккупирована российскими войсками, а нынешняя неимперская политика России просто-напросто отказывает в праве не только на самоопределение, но и в принципе на существование украинского народа, то очевидно, что такое же отношение у российских элит к белорусскому народу. Русский и белорусский народ – это, по-моему, то же самое, что украинские и русские. Это почти одно и то же, в этническом смысле слова. И с точки зрения нашей истории, духовных начал. Наблюдая то, что сейчас происходит в Беларуси на оккупированных территориях Украины, можно с уверенностью заявлять, что принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе ООН, по которому все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, нарушается каждый день. Давайте обратим внимание на еще одно высказывание руководителя Кремля, которым он завершил свое выступление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Только сильные государства и суверенные могут сказать свое слово в этом миропорядке, нарождающемся вновь. Или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной колонией. Это вызывает интерес с точки зрения терминологии, которой Кремль описывает свою имперскую картину мира. Ведь нынешнее положение Республики Беларусь относительно влияния на нее Российской Федерации укладывается в понятие неоколониализма. С момента обретения независимости Беларуси российский капитал доминировал в экономике развивающегося молодого государства и оказывал существенное влияние на его политическое становление. Предоставление помощи менее развитой экономике в виде кредитов, льгот и рассрочек, навязывание не всегда равноправных соглашений, союзов, экономических и военных блоков, вмешательство во внутренние дела, подавление национальной идентичности и другие инструменты
этим Россия всегда держала Беларусь на коротком поводке зависимости. Таким образом, все, кто так или иначе оказывает сопротивление оккупантам и их союзникам, коллаборантам, могут быть участниками национально-освободительного движения. А в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям, участники национально-освободительного движения не являются преступниками. Соответственно, все, кто принимает для себя решение бороться за независимость Беларуси всеми возможными и приемлемыми для себя способами, являются гражданами, которые борются за свободу и независимость Беларуси, но никак не преступниками, террористами и экстремистами. Об этом говорит международное право. Учитывая вышеизложенное, белорусы имеют полное право на сопротивление, освобождение от иностранной оккупации и диктаторского режима. Мы убеждены, что создание национально-освободительного движения должно придать новый импульс борьбе белорусов за свои права, стать объединяющей идеей и основным вектором взаимодействия всех сторонников демократических перемен. Именно таким образом, вместе и решительными действиями мы сможем свергнуть узурпировавший власть режим Лукашенко, освободить всех политических заключенных и отстоять независимость Беларуси перед лицом имперской угрозы русского мира.